Да, друзья, всем здравствуйте! Это проект «Шум», небольшая техническая задержка, но тем не менее мы все вместе, и мы прямо сейчас в прямом эфире. Я очень благодарен, что дождались. Еще раз, как говорится, извинтиляюсь за то, что вот не пунктуально. Ну, так получилось. Много материалов, есть что показать и есть о чем пошуметь. И это исключительно потому, что хочется как-то вот полностью увидеть картину дня. Хочется действительно окунуться в этот день уходящий и понять, что нас ждет дальше. На самом деле настроение у меня, я открою сразу все карты, не очень хорошее, потому что приходят интересные инсайды. Ну, интересное, вообще интересного мало. Судя по всему, что, ну вот, как говорят определенные источники, да, по моей информации, в общем, пик противостояния ужаса и кошмара, имеется в виду эскалационного, воздушного, с применением очень неожиданных боеприпасов и, ну, давайте честно говорить, и целей поражения достаточно внезапных, нас ожидает где-то в июле. То есть какая-то, по крайней мере, ну, хоть какая-то пауза и передышка, это будет август месяц, и то ненадолго. Ну, это вот об этом, по крайней мере, говорят, и об этом мы будем говорить сегодня, поэтому настроение не очень радостно, потому что на фоне обстрелов, которые продолжаются, на фоне воздушных тревог, поражений объектов, о которых не говорят, но полностью в дыму Киев, странное сообщение в Борисполе. В общем, мы понимаем, что что-то очень серьезная проявится. Проявится, конечно же, эскалация. Но для того, чтобы немножко поднять настроение, наша традиционная рубрика в каждом шуме, мы ее практикуем, делаем это с удовольствием, это вот игра в города. Поэтому, как говорится, милости прошу, присоединяйтесь. Кто откуда? Санкт-Петербург вижу, Вена на связи, Нью-Джерси, Олежки, Херсон, Латвия шумит и Киев тоже с нами. О, началось, Сергей М. Да-да-да, немножко с опозданием, но началось. Все в порядке. Тюмень смотрит. Кто же радуется эскалации? Ну, знаете, есть люди, которые радуются эскалации, и мы на них тоже посмотрим, в том числе и сегодня в шуме обсудим. Одесса с нами, Минск, Хефорд, Германия, Пакистан, ничего себе. Руслан, куда вас занесло? Германия, Рига, Ровно, Москва, Волгоград, Сталинград, Бобруйск, София, Болгария, Токио, Петродворец, вот прям с дворца, Дагестан, Одесса, значит, Жмеренко, Тольятти, Краков, Карелия, Киев, Москва, Вильнюс, Алжир шумит с нами, Ольга, спасибо большое, что шумите, Чернобыль тут, ух ты. Ну, не в том смысле, наверное, в географическом. Кишинев, Вильнюс, Эмсдеттен, о господи, Нателла, Эмсдеттен, ничего себе, Южный Урал, Башкирия, Соликамск, Варна, Хургада, Таиланд, Афины, Таджикистан, Черногория, Будва, Ялта, Крым, Кукуева. Ангелина говорит, я из Кукуева. Знаете, вот все равно вот это вот объединение, единение вокруг того, чтобы здраво посмотреть, попытаться оценить, как-то взвесить и понять, к чему все идет, наше общее по всей планете, это, конечно, вот это приятно. Это здорово, что мы объединены ниточками шума. Ну, чтобы еще были более объединены, то, конечно, я скажу о формате нашей встречи. Все максимально просто. QR-код, который виден на экране, это возможность ворваться непосредственно на экран со своим вопросом, если работает этот сервис. Всем благодарен за суперчаты, суперстики. Супер спасибо, огромнейшее спасибо за спасибо. Конечно, вопросы принимаются в предложку. В телеграм-канале в моем есть непосредственно вот эта функция, то есть электронная почта конкретно для ваших вопросов, пожеланий, историй. Колобок, куда мы катимся, сегодня короткий, но будет. Тоже очень интересно, как вы делитесь своими историями и взглядами вообще на то, что происходит, своими обычными жизненными. Мы уделяем этому время тоже в шуме. Ну о чем шуметь, кроме как не о нас с вами, правда? И, конечно, конечно, мы всех приглашаем для того, чтобы задать вопросы в клубе зрителей, да, клубе зрителей в телеграм-канале. И опрос. Ну, чат трансляции подключим в конце, но и в начале тоже нужно. Опрос нашего сегодняшнего эфира такой. Если Зеленский откажется от части территории ради мира, вы поддержите его решение?
Ох, какой провокационный вопрос. Но, учитывая то, что у нас такой интернационал, да, то, в принципе, можно какую-то такую объективную картину среди жителей шума, жителей, говорю, зрителей, жителей. Ну, в принципе, мы и живем в этом шуме, да, информационном. Можно какую-то такую отмерить. Варианты ответов. Да, давно пора. Нет, это предательство. Еще такой вариант. От него ничего не зависит. Ну, то есть, там, ну, это какая-то бравада, сегодняшнее заявление. Или мне все равно, лишь бы конец войны. То есть абсолютно все равно. Откажется, не откажется, будут тут играть вот эту всю историю дипломатическую, лишь бы закончилась война. В общем, голосуйте, в конце мы подведем итоги. Спасибо, уже больше 4000 голосов, очень приятно и здорово. Привет с Мальты, в Мальту привет тоже. Озеры, Подмосковье, Гомель, привет из Ногинска, Варшава с сердечками, Юлия, спасибо большое, Краков. Простоквашино шумит. Простоквашино, это прекрасно. Берген, Норвегия, Краков. Краков, нет, какой игнор, никаких игноров. Значит, спасибо всем большое за то, что написали, откуда вы. Владимир из Котовица, и Варница, и Иваново. Александр успел покушать. Нет, не кушал, собирал сегодняшний шум для того, чтобы нам было очень наглядно и предметно, да, чтобы выводить вам и вот конкретно будем обсуждать. Кстати, хорошая практика, между прочим, вот как бы обсуждать вот это все в процессе. Ну вот по каким-то блокам давайте сегодня в шуме так и попробуем, да, поэтому чат, не дремай, и, соответственно, давайте приступать. Почему такой опрос непосредственно? Сегодня Зеленский делает интересное заявление, говорит, что, смотрите, я своей делегации не давал полномочий. Опять-таки, здесь тоже с предысторией штука. На RT, это Russia Today, ну, там есть такой американский ведущий, Санчес, в общем, и там он на английском, ну это же международный, типа, и на вещание, да, российское. Прибыл Мединский, и они с ним пообщались. И там были очень такие, очень тонкие, такие классно выверенные, причем вот не замечена была Российская Федерация в подобной игре. По всей видимости, вот есть любители, которые там обсуждают башни Кремля, кто берет верх, кто, ну там, умный, кто красивый, кто беспринципный, кто ФСБшник, кто КГБшник, а кто такой, скажем так, пиарщик. Похоже, поняли наконец-то, нащупали смысл, нерв этой войны и нащупали за 3 года, что делает Киев в Москве. Почему я делаю такой вывод? Сначала никто не понял, на самом деле, никто не понял появление такой новой фигуры. Ну, то есть, опять-таки, это делают украинцы. Да, вот появляется фигура Кирилла Дмитриева, да, после Трампа, его президентства. Он едет в Америку, он налаживает мосты, он тоже комментирует поточную ситуацию, но очень сдержанно. Встречает Виткофа первый, там, провожает к Путину и так далее. Это как бы Россотрудничество. Сам он из Киева, там у него отец как бы в Киеве владеет и недвижимостью, и вроде как там были вот эти шпионские страсти, что приезжала дочь туда в Киев и, наверное, там встречалась с кем нужно. В общем, это же вот Кирилл Дмитриев и вот украинские. То есть работал он в Украине у Пинчука, там на вот эти западные компании, то есть фигура понятная. Опять-таки, Мединского не было не слышно, не видно особо, да, потому что переговорного процесса нет, но я так понимаю, что это тоже такой идеологически очень, ну, такой звонкий шлепок, да, то есть вернуться в формат Стамбула-2. Работает он, не работает, но, в общем, Мединский выдает определенные секреты со Стамбула-1, перебрасывает мостик на Стамбул-2, начинает говорить о том, что он сидел и смотрел в глаза военных, у которых похожая форма на российскую, и вообще смотрит в глаза русские люди. Мне вот интересно, это он в Умерова, наверное, посмотрел и говорит, русские люди, и они так хотят прекращения войны, не хотят дальше воевать. Но там хозяева, это, кстати, он давно ведет эту линию, это еще старое есть интервью, что вот смотрите, у вас там один начальник, 2 начальника. Короче, он говорит о том, что тогда непосредственно в первый раз, да, он дал определенные новые подробности. То есть Лавров дал новую подробность, что прознали россияне, якобы вот хотели размещать ракеты малой и средней дальности на территории Украины, натовские, да, поэтому, собственно, вот так. И все так как-то посмотрели на это, вроде как на поверхности лежит ответ, да, но просто
ну, неумные люди отмахнулись как от пропаганды, люди, которые как бы болеют душой и сердцем за Украину, конечно, скрипя зубами, плюнули, но вспомнили. И Резникова, министра прошлого, который рассказывал, как база в Очакове, там, британская, это хорошо. Ну, то есть база, оружие, размещение. И Лавров открытым текстом вот вчера выдает на гора вот эту историю, говорит, размещаем ракеты, поэтому, собственно, и вот такой вот военный ответ. Да, оно не бьется немножко и не складывается прямо. Что это за планы, чьи планы, откуда и как. Понятно, НАТО, понятно, США, прошлая администрация. Это немножко раскрывает Мединский. Говорит, что 28 февраля, представьте, 28 февраля, то есть 24, 28. По словам Мединского, план, предложение, соглашение, проект был на столе у Зеленского. И тот пропал. Подумать. За время того, когда он думал, Мединский говорит, 2 недели, якобы там встречался и с Остином, и с Блинкиным, с той администрацией, и с британцами, Джонсоном, понятно. И это вроде как вот помешало, и после этого они сконтактировались, украинская и российская сторона. Это вот первый Стамбул описывает Мединский. И говорит, что, в общем, или вы нас победите, или мы вас победим. То есть будем воевать. Потому что западные вот эти партнеры не дают гарантий. Цену западным партнерам вчера выдал на гора Рютте, что окончательно просто сбит прицел по всем фронтам. Да, то есть Рютте выходит, говорит, нельзя прекращать огонь, потому что Россия может напасть или там будет угрожать, у нее будет много оружия, много военных, будет угрожать НАТО, поэтому пускай воюют. Тоже секрет Полишинеля. Было все предельно понятно. Пока воюет Украина, ну, НАТО ничего не угрожает. В полном объеме или там в полновесном объеме. И это все, вот четко аналитики это все прослеживали. Но это все всплыло сейчас на поверхность. Вообще многое всплывает. Так вот, Мединский делится своими впечатлениями и, ну, собственно, рассуждает и играет вот такую гуманитарную игру. Вообще, в принципе, вот эту струю, да, не то что пиар, но вот очень похоже, есть вот эти нотки приемов и инструментов у российской стороны, они начали появляться. То есть то, что делает украинская сторона и делала всегда как жертва агрессии и там вот эти все моменты, да, вот все там выставлялось именно в этом свете, под этими софитами, вот так выставлен свет и вот так он на тебя светит. Сейчас начинает как бы в подобное нечто играть российская сторона. Вот эти там, да, 6 тысяч погибших солдат, граница, приехали, забирайте, не забирают. Почему? Потому что пошли определенные обмены. И это все выходит на абсолютно другой уровень. То есть вроде как получается, но режиссура немножко другая. Если эмоциональную составляющую, вот эту, украинцы, они за счет нее выигрывали. Да, весь мир за Украину, о Зеленском пишут книги, его везде приглашают, на утренник там Пэрис Хилтон до каких-то Оскаров, церемоний, награждений, он везде включается или приезжает лично, ну, он долго не приезжал, но везде включался. Потом начал ездить лично и стал таким, гастроли у президента стали большие. То есть везде привечали, везде аплодировали. Сейчас тоже аплодируют. Тоже Европе, тоже там хлопают по плечу, обнимают, там, целуют даже. Макрон, он как засосал в Киеве, когда приезжал, прощаясь. Но меняется отношение, потому что режиссура уже не справляется, потому что это уже не тот сериал. То есть обычно там в сериале сколько, 20 серий, там, да, там 16, ну, форматы, да, формат сериала. А тут уже в Стамбуле получился сериал турецкий. Вообще, это, кстати, очень хорошая параллель. Где-то я видел, то есть сравнивали, почему в турецких сериалах, они, кстати, очень популярны в России сейчас. У нас вот зашел этот вот про Роксолану, да, то есть вот это столетие, да, величественное. А в России там много сейчас показывают, демонстрируют, там куча серий, там куча, это все всегда такое, вот как было раньше, бесконечное мыло такое бразильское, да, вот сейчас вот это вот огромное, ну, только качество, там качественно все снято, сделано у турок, интересно, в принципе, смотреть. И вот этот Стамбул второй, вот он это и напоминает.
Почему? Потому что каждый чих, каждый шаг, то, чему обычно не придавали значения. И я хочу на этом сделать акцент. На обмене телами не делали акцент ни одна, ни другая сторона. Сейчас делают. На обмене телами как было? Все просто смотрели статистику, обалдевали крепко, что там 900 передали, а взамен 40 тел. Ну и вроде как это все было тихо, вот так как надо. Сейчас выглядит вообще по-другому. В общем, прописывают какие-то этапы. Вот сейчас вот одних обменяли, а потом вторых обменяли. Имеется в виду сначала, сегодня был обмен, тоже о нем поговорим. Обмен был сначала молодыми, сегодня был там обмен, условно, стариками, в кавычках, имеется в виду тяжело ранеными, больными людьми. Ну и вот как бы один этап, второй этап, и вот сейчас дойдет до тел, по идее. Но там же очень интересно, заметьте, не в первый обмен, не во второй вот этой итерации никто не называет число. Потому что в Стамбуле 1200, а сколько, на самом деле, вот тут уже интересно. Потому что это число конкретный показатель, а как они идут по Стамбулу. Именно поэтому эти стамбульские гуманитарные договоренности я называю таким турецким сериалом. Это может быть очень длинная и очень такая хорошая песня. А что, пленных много, да, то есть будут менять, будут там кого-то ловить, садить, в СИЗО уговаривать идти на ту сторону, если будет не хватать, да. Ну а так вообще российские солдаты обменены, вернулись, вроде как всем хорошо, Украине тоже отлично. То есть это будет такая длинная песня, пока параллельно война, тяжелейшие удары, воздушные тревоги и вот эта эскалация. И тут Зеленский говорит, а я не даю переговорной группе украинской мандата, да, или там директивы, как правильнее, корректнее звучало, не даю им возможности обсуждать вообще, говорить, заикаться, рот открывать. Язык ни у кого не повернется. У Умерова так слабо поворачивается, но тем не менее. Вообще о территориях говорить. Почему? Потому что это моя работа, говорит Зеленский. Моя работа. И я планирую, то есть там вот, только я и Путин можем говорить об этом. Вообще, конечно, очень интересный момент. Ход понятен, ход на затягивание, ход на очередную вот эту игру «Путин, почему ты не встречаешься, ты меня боишься». Ты боишься со мной встретиться. Вот это как вот, да, было в Анкаре, вот это и так далее. Однако здесь очень другие, абсолютно утилитарные цели преследует Зеленский. Зеленскому, я уже когда-то говорил вам об этом шуме, кровь из носу нужно, чтобы его признал Путин. Вот прям взял и признал. Террористический характер атак, какие-то там болезненные удары, по стратегам ли, не по стратегам ли, еще куда-то. Это все лишнее. Вопрос в власти. То есть встреча или хотя бы... Я не верю в эту встречу в принципе. Не верю, не знаю. То есть, может быть, окно возможностей появится в каком-то августе, но это будет не Зеленский. В общем, мое видение такое, что они вряд ли встретятся. Это вот что-то должно такое произойти, знаете, а-ля там капитуляция, например, да? Это вот подпишут все они, вот возьмут и подпишут. И причем с такими большими уступками Украины. И тогда, возможно, там Путин соблаговолит, да, вот это, так сказать, принять вот эти документы. И то это будет вместе с Байденом обязательно. Но тут есть другой маркер. Сначала Путину надо встретиться с Байденом, а уж потом вот этот тройничок, где как бы два активных переговорщика, да, наиболее громкого переговорщика, который кричит о мире, но Рютте всех сдал и говорит, что никакого там перемирия быть не может, потому что это тогда угроза НАТО, будут, так сказать, его, так сказать, иметь как партнера. Это сценарий такой очень натянутый, потому что сейчас идет очень острая фаза, и вообще непонятно, насколько будет отхаркивать долго эту фазу и в эмоциональном, и в дипломатическом смысле, и в любом другом. Поэтому это все умозрительно. То, что я сейчас говорю в плане там форматов и встреч, но Зеленский же берет планку. Ему это нужно. Чем дольше говорят о том, что Зеленский ждет и хочет, и вот он, здравствуй, Путин, я готов с тобой обсуждать территории. Ведь по сути он что сказал? Территории могу отдать только я. То есть люди, это его люди, граждане, да?
Земли, территории под контролем Украины, это его земли, это он может только обсуждать. Вот только он может это обсуждать. И об этом было четко заявлено. Внутренний украинец, свободолюбивый, который знает там себе цену, он, наверное, должен, ну вот это вот, рубаху разорвать на себе, сказать, ах ты, такой-сякой. Но мы видим тишина. Эти заявления как-то забиваются какими-то другими вещами, да, там это все. Любую жвачку придумают, любую тему возьмут, раскачают, забьют баки. И это вот очень и очень удобно. Но пока говорят о том, что Зеленский хочет встретиться с Путиным, это легитимизация Зеленского на неопределенный срок. Легитимация, легитимизация, то есть легитимность, легальность, в общем, все, это вот оно. Ну а с кем встречаться, правда, ей-богу? Вот Путин с кем может встретиться, чтобы закончить войну? Только с Зеленским. И получается, что все логично. Но нет. Ну вот нелогично. Потому что полномочия истекли. Россия, когда ей выгодно, достает эту карту, когда не выгодно, ну там засовывает ее назад. После террористических по форме, да, вот этих диверсий и по смыслу, потому что там поезд был, давайте так, взрывчатка американская, поезд пассажирский, да, после вот этого события, ну, потому что, понятное дело, что там ГУР может взять на себя ответственность за мелитопольский подрыв товарняка. Ну или, допустим, за другой товарняк в Курской области тоже может взять ответственность, потому что товарняк, там мало ли что он вез и так далее. Но ясное дело, что никто не возьмет никогда эту ответственность за там, вот такой удар. А ведь именно эту тему, а не стратегические бомбардировщики, взял на копье на пике Путин для того, чтобы строить дальнейшую дипломатию. То есть мы видим, идет четкая линия, там, режим обретает, Путин говорит, режим обретает там террористические свои окрасы. А Мединский вот начинает играть, да, российская страна тоже начинает играть. И вот эти башни, которые оказались нерасторопными, начинают как бы играть в ту игру, которую начали играть на Банковой, только с более таким основательным подходом. Ну, это, да, то есть одно дело там режиссер фильма «Сваты», да, есть такой Яковлев, а другое дело Гайдай, например, да, то есть вроде как и там смешно, и то вроде как ценно, но все-таки уровень немножко другой. Так вот, все начали вступать в эту игру. И сегодня публикуют КМИС очень интересный опрос, как бы в поддержку Зеленского, что это не Зеленский, не такой несговорчивый. То есть, одной рукой Зеленский говорит, со мной будешь обсуждать территории. А с другой стороны, на фоне полного молчания украинцев и никто не возмутился, КМИС выдает на гора вот такой опрос. С каким из этих утверждений, возможно, компромиссов для достижения мира с Россией вы согласны? Ну, Россия с маленькой буквы, но мы же позавчера, да, обсуждали украинский язык, какой там учебник. Значит, для того, чтобы как можно быстрее достичь мира и независимость сохранить, можно отказаться от некоторых территорий. Ни в коем случае не отказываться. Ну вот синенький столбик это нельзя, можно. И тут вот в динамике, все в динамике, то есть, да. То есть мы видим, что в мае 22-го 82%, сейчас 52%. Если сравнивать эти два показателя, конечно, ошеломляющий результат с точки зрения социологии. Но он тоже такой, очень на тоненькую, хотя и один из самых низких, тут было 50% в прошлый период, февраль-март 25-го. Но тем не менее, примерно вот с конца прошлого года и до конца этого года, вот до этого момента, вот примерно одинаковые 50 на 50, 50-50. 10-11 не знают, что сказать, 40% они, отдавать что-то, а 50 нет. Ну, в общем, вот такую социологию публикует КМИС. Интересно, что идеологически дополнительно к этой социологии вот есть такая позиция. Готовы ли вы условия России принять? Фактически там можно так передернуть немножко в плане, в хорошем смысле, литературном смысле этого слова, этот вопрос. В принципе, принимаете ли вы там условия России, капитуляцию принимаете на условиях России?
Или там звучит он как мирный план России. Все прекрасно понимают, что это такое. И вот готовы принять 10% всего лишь. И новость зацепили и понесли. 10% только готовы принять условия России, лишь бы был мир. 8% тяжело им говорить. Ну, видимо, горло болит, язык не поворачивается, да, там, занемел. А 82%, конечно, категорически против. Ну, такой потужный, скажем так, опрос. Ну, вы же видите, да, там, где 50 на 50, но вот здесь, конечно, не на условиях России. А на чьих условиях? Условиях Трампа. Так там не телится, не мычит, не телится, понимаете, никакой там мирный план. Россияне его завернули, вот эти 22 пункта Келлога и прочая вот эта лабуда. То есть мы понимаем, что даже в условиях нарисованной на коленке, сидя как бы на вприседке под офисом президента, под кабинетом Зеленского, эти цифры, они тоже нужны для чего-то. Ну, мол, украинцы сомневают, но ни в коем случае на условиях России нет. И когда приходит момент обсуждать условия, а Зеленскому нужно встретиться с Путиным, потому что вот мы с тобой должны сесть, посмотреть друг другу в глаза, помните, 19-й год, 18-й, Гордону, а в 19-м его избирали, посмотреть друг другу в глаза, и тогда вот все, обо всем договориться, а там дальше вот эти наши группы будут потом уже примерять. Но, по сути, так не будет. У России другой подход. Сначала группы, а потом мы сядем и посмотрим друг другу в глаза. Вместе с этим все спросят, откуда такой процент? Да? То есть половина Украины считает, это что это за половина? Это кого они опрашивали? Ну, понятно, что пишут вроде как на территории Украины. Выборка. Ну, не затесались ли там какие-то шибко дальние края? Хотя дальних уже нет, и по Луцку бьют, и по Тернополю. То есть там в Тернополе даже мужик вышел, говорит, мэр, я тебя четвертую, если будешь цветы садить, там у нас война, ПВО лучше купи. Ну, такие у них там в Тернополе понятия. То есть везде достают российские ракеты. Но откуда? Именно от навязанного мнения. Я, если честно, обалдел. То есть идет уже 4-й год войны, а мы Крым возвращаем, причем в скором будущем. Как не осекся Буданов кто там, Буданов, да, с этими антителами, там концерт был, Подоляк там кофе собрался пить. Но дело это живет. Вот, пожалуйста, Братчук, там оперативное командование какое-то, Запад, по-моєму. Після того, як на так званих вишках Бойка, як їх прийнято називати в Чорному морі, відбулася чергова операція, там все палало. Знаємо, що росіяни їх окупували ще в 15-му році і потім почали використовувати в своїх військових цілях. Значить, студія Великий Львів, Большой Львов. Ну, там по-украински и Великий, и Большой, это одно и то же. Можно так понимать, можно так, ну, как по написанию. И вот сидит ведущий, и вот же он что думает? Были же столкновения на вышках газовых, ну, это там Черное море, Крым и вот Украина там вот, на шельфе, да? Ну, в общем, неважно, вышки Бойко называют. Причем там несколько было столкновений. Там Россия, потом Украина и так далее. Тут он рассказывает вообще издалека эту историю, там кто чего оккупировал. Последний раз эти вышки фигурировали в массированном ударе ракетном, где опять у нас все сбивают. Но вот и туда тоже летели ракеты, что очень интересно, потому что вроде как вышка, сооружение, конечно, там мощное, но... То есть разрушать, зачем? То есть каким-то образом там вообще периодически кто-то находится. То одна, то другая сторона. Но прям ракеты тратить на вышки или в ту сторону бить. Мне кажется, что все-таки били в ту сторону, не по самим вышкам. Потому что запуск вот этих морских дронов примерно с побережья, понятное дело, да, с побережья Черного моря осуществляется. Но тем не менее. Он вспомнил вышки Бойко. И, мол, вот эта активизация нам же говорит, что, слушайте... Так а що за Крим не побороться? Чому Крим? Зокрема, після цих операцій на Росії з'являються повідомлення, нібито Збройні сили України готують висадку десанту в Криму. Просто те, що лунає з боліт. Йому самому смішно. Просто где-то там звучить в полях. Наскільки взагалі можлива реальна така операція? Ну, давайте говорити про те, що звільнення нашого Криму – це реально. Сьогодні ми говоримо про використання як військових, так впевнений, будуть задіяні, звичайно, дипломатичні інструменти. Тому...
Значит, возвращение нашего Крыма – это реально. И мы говорим и о военном, и о дипломатическом пути. Глаза засветились у одного и у второго, вы же видите. Що суто військовим шляхом навряд чи це вдасться зробити одночасно, але в будь-якому разі треба говорити про використання всього арсеналу тих інструментів, які дозволять деокупувати наш Крим. З іншого боку, продовжується етап демілітаризації українського півострова, тимчасово захопленого ворогом, тому що фактично кожен день туди летять дрони. Зараз ми з вами спілкуємося. Севастополь знову там напружується, тому що вони кожен день волають про українські Нептуни, наприклад. Вони кожен день волають про наших українських комарів. І власне на початку повномасштабки згадав, як ми попереджали, що будуть обстрілювати Одесу, буде повертатися Севастополю. Така тенденція вона зберіглася і зараз продовжується. Можете перевірити мої слова. Так що в будь-якому разі Крим буде звільнятися, і яким чином ми побачимо в будь-якому разі. Я думаю, що це буде комбінований удар. А власне колаборантам, дякую, що нагадали, і окупантам, і цивільним окупантам, ті, що захопили наші будинки. Їм треба зараз, поки міст ще функціонує кримський, потихеньку збирати валізи та чухати до свого Уралу. Це буде тим інструментом, який збереже їм життя. Тому що інакше вже нехай на нас не ображаються. Ага, то есть, значит, эти все коллаборанты, крымчане, короче. Пока мост есть, так а как же есть, его ж подорвали, там, тонну взрывчатки взорвали, Малюк на себя взял ответственность. Малюк говорит, мы там, вот операция, вот это все, пробрались, там, боевые водолазы, я ж помню вот эти все. Помните, это боевые водолазы? Но он пока работает, говорит Братчук, вы же смотрите, да, поплатитесь жизнью. То есть вот он угрожает крымчанам. А это он в каком комбинированном варианте собрался военно-дипломатическим путем возвращать Крым? Давайте, мол, коллаборанты, сваливайте. Не, конечно, можно сказать, он не имел в виду, он имел в виду там российскую администрацию, россиян, тех, которые там военных, чиновников, вот это непростых людей не касается. Но подождите, а сколько Крым уже под контролем Российской Федерации, и что там за люди, и что они думают? Не, будем возвращать, говорит. Возвращать будем, там сейчас всем будет плохо. В общем, такой грозный Братчук на львовском телеканале. А мне вот интересно, вот львовяне смотрят, они, наверное, сразу вот опотушнились резко, да, от этого заявления Братчука. А как мы собрались брать, простите, Крым военно-дипломатическим путем, когда у нас на фронте происходит ужасная ситуация в районе Сум? В чем ужас? Скажешь, Шелест нагнетает. Нет, абсолютно. Что ни день, то село. Это уже дипстейт. Дипстейт, который опаздывает. Обычно за дипстейтом такое мы не замечаем. Но он опаздывает. И, собственно, давайте будем откровенны. Яблуневка, да, вот это, Яблоневка. Вот она. Вот здесь идет продвижение. Да, вот здесь тоже. Водолаги тоже идут дальше. Владимировка, Алексеевка, Андреевка. То есть мы понимаем, да? То есть ситуация там тут пошла вширь по фронту. Вширь. Но то, что произошло с Юнаковкой, надо рассматривать отдельно. Почему? Потому что уже Deep State конкретно заявил о перерезании вот этой трассы, которая, как вы понимаете, ведет на Суджу. То есть перерезание в каком смысле? Вот здесь, да, ее отсекли. Но вот здесь продвинулись. То есть Юнаковка отрезается по проселочной дороге с бубенцами от Новой Сечи, где тоже обстрелы от Марьинова. Вот здесь, да, здесь достаточно небольшое расстояние. Вот Марьино, Юнаковка. Вот здесь остаются поля, там дальше там небольшие высоты. И мы понимаем, что перерезанное, это уже практически, по-военному, военное говорят, это вот оперативное окружение. Потому что вот здесь у нас наши потуки Потеткина, чтобы в вечернем обращении, как вчера, например, Зеленский мог говорить: Курская операция продолжается. Это наши действия в Курской области. Вот они наши действия. И при продвижении вот сюда, да, то есть, здесь поля, здесь открытая местность, скорее всего, потом будут большие охваты. Здесь вряд ли
ну, там, здесь вот, например, вряд ли кто-то будет, да, здесь просто заберут, отойдут, и будут бои уже за эту линию, конкретно на этой же трассе, которую сегодня перерезали, ну, по крайней мере, об этом сообщили. А вот здесь вот ВСУ. Нет, ВСУ, конечно, пытается ударить и с этой стороны. Ну, вот, если видно, да, вот, то есть это Теткино здесь, и вот пытаются его отсюда, но здесь подпирают тоже российские войска. Примечательно, что параллельно с этим, украинские военные, не подбирая речи, которые воюют ровно там же, за Юнаковку, за Владимировку, ну, выдавленные оттуда российскими войсками, едут по очень хорошим дорогам. Это, наверное, чтобы быстрее смогли свинтить от беспилотника, который летит. Коротше, от, єлі повиходили з позиції, їдемо додому. То есть видно, не барбершопный, еле повыходили с позиций, ну то есть под плотным огнем это означает, но смогли отступить, в общем, еле-еле. И что он видит? Нас забрали, а тут от, дорогу ложать. Єбані, сука, п'яси, на. Під, сука, єбані. Яку на дорогу, сука. Реально я вах. Да все, в принципе, в том же состоянии. Я думаю, что, в принципе, понятно, что он хотел сказать. Он, конечно, очень ошеломлен, потому что он только, грубо говоря, с боя еле выбрались, сидит в машину, едет как бы в тыл, да, после того, что он там пережил, каким-то образом чудом вырвался живым, но едет по новой классной дороге, которую кладут, которая еще вот свеженькая, вот она, без разметочки только положили. Это Сумская область. Это вот Сумская область. Если вернуться к фронту, да, непосредственно, то понятное дело, да, что здесь есть сегодня Deep State фиксирует вот такое неожиданно. Это, кстати, очень интересный такой посыл по карте. Значит, это вот, ну, вы поняли, Харьковская область, да, вот здесь Великий Бурлук, здесь Купянск, это вот Купянск с другой стороны. То есть Кондрашовка. То есть вот здесь они только продвигаются, а вот здесь уже есть, видите? Кондрашовка. Почему? Потому что ее уже по рапорту Минобороны уже как бы забрали себе россияне. Но вот на картах Deep State видится вот так. Тут тоже достаточно серьезная вот эта зона, как бы зона неопределенности для ресурса. Но такого ресурса, на который мы можем положиться, да, онлайн-ресурса, который проверяет информацию. Ну, то есть вот здесь могут быть уже четко, да, вот Тищиновка уже под угрозой. Ну и, соответственно, Купянск обходят с севера. Это вот то, что, да, вот сегодня стало известно. Также сегодня продолжили обсуждать по фронту, в том числе, вот, ну, есть, нельзя, конечно, не отметить вот это продвижение в район Карповки. Карповка — это вот туда, в сторону Светогорска, да, здесь Катериновка мы видим, Новомихайловка, Редкодуб, Зеленая долина. Это вот здесь рядом Луганская область. Да? Это вот туда, на Лиман, в ту сторону. Ну, кто там ездил, кто, может, знает, как на Светогорск ехать. То есть вот Светогорск, и вот здесь вот есть вот такое продвижение, вот такой выступ на Карповку. То есть нужно выходить к Осколу еще и с этой стороны. Это вот как бы вот такая Донецкая область, да, для того, чтобы угрожать с севера. То есть здесь идет такой очень серьезный охват. Да, здесь говорят тоже о, ну, там непосредственно вокруг Константиновки очередных котлов, да, сейчас возле Часового Яра есть продвижение. Но больше всего, конечно, обсуждают вот этот котел, который вы видите, зеленый угол, Алексеевка, да. Причем эту Алексеевку уже зашли в сам город, ну, не город, населенный пункт, село, там идут бои, Богатырь пал, и вот сейчас бои за Алексеевку, здесь вроде как должны оставаться украинские воины. Это вот очень важная развязка вот здесь, севернее Богатырской, да, Богатыря развязки. Ну и, понятное дело, все, конечно, обсуждают вот это продвижение в сторону Днепропетровской области. Ну вот, а что Днепропетровская область? А как? Вот зеленое поле, смотрите, есть прорыв, нет прорыва.
Причем самое интересное, карта Deep State не успевает. Она здесь пририсовывает, конечно, ну, встречные какие-то боевые действия, когда-то освобожденные территории. Но мы понимаем, вот это Камышеваха, да, и там Шевченко. В общем, по фронту есть сообщение уже от украинских военных по состоянию там, на момент нашего эфира, что да, зашли на территорию Днепропетровской области. То есть то, что заявляли вчера-позавчера, то вот сегодня подтверждают украинские военные на картах вот, непосредственно Deep State это пока не отображается. Вот здесь сходятся эти границы, и мы видим тут мало, километр, 500 метров, но тем не менее это есть. Вот так вот нам рассказывают о том, что происходит на фронте. Что касается топ сегодняшнего события, это, конечно же, обмен. Первым об обмене сообщает российская сторона. И вот здесь я возвращаюсь к своей мысли о том, что что-то очень серьезно меняется. Идеологическое противостояние растет, и инструменты становятся как-то похожими. То есть это как вот в футболе. Соперник как-то начинает играть и немножко там как-то по-своему свои комбинации, но вроде как твои, но свои комбинации футбольные обуздал. Значит, первым о возвращении об обмене, да, сообщила российская сторона. Сообщила, внимание, что очень удивительно, вот так. Служим России! Я такого не видел, вообще давно не видел. То есть, смотрите, полное сопровождение медийное, скандирование. Вот они все, вот так вот, это вот те пленные. Они очень рады, они все славят Россию, они с флагами, внимание, с флагами. Ура, кричат. Ну, то есть, вы понимаете, да, сопровождение какое. И можно сравнить с достаточно традиционным уже давно возвращением украинских пленных. Сегодня было примерно так же. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Ну, то есть, понимаете, да? Идентичная картинка. Абсолютно идентичная картинка. И тут возникает очень вопрос, достаточно такой своеобразный. Если, я помню, там обсуждали, ну, там, в российском сегменте, там, да, а те, кто там в плену, они вот кто? Да, там, предатели, или сами сдались, или так получилось, или еще что-то. И очень так тихонько их забирали. То сейчас нет, вот смотрите, ровно как украинцы, а это традиционная история. Омбудсмен показывает наших... Это, конечно, большое счастье. То есть понять можно радость и одних, и вторых, тем более, что среди сегодняшнего, ну вот обмена, это же второй этап, то есть молодняк был в прошлый раз, а сейчас, ну, такие уже совсем не молодые люди. Ну, вот как этот, там один вообще, ой, господи, день рождения у него сегодня. День рождения, представляете, так повезло, обмен на день рождения. И примерно вот такого возраста сегодня вот много встречалось на кадрах обмена, которых привезли с российской стороны. Оно и понятно, потому что болезнь, потому что, ну, понятно, и возраст, как бы силы, здоровья не прибавляет. Мало того, что бой, ранения там и так далее. За нас Україна не забила. Вспомнила за нас. Визволила нас. Слава Україні! Героям слава вдома найперше. Обняти свою сестру, дочку, внучок. Сестру, дочку, внучек. Внучек он будет обнимать. Нет, это большое счастье, это просто замечательно, что этот человек выжил, что он действительно сможет обнять внучек. Он очень благодарен тому, что не забыли, ну там, обменяли его конкретно. Причем, ну, это не блатные какие-то, не супер там элитные какие-то части какие-то. Это вот обычные солдаты, которые попали в плен в разные периоды, да. Это не как там, допустим, принципиально важно достать одних, а этих нет. Вот эти, ну, знаете, вот эти были там информационные разные компании, об этом сообщали. Это очень хорошая история.
Но что он делает на этой войне? Ну вот что он конкретно делает? Сегодня там обсуждали, 60+, давайте дадим возможность им. С каким расчетом? Чтоб 60-летний плюс мог подписать на годик контракт, уйти каким-нибудь писарем где-нибудь там в тылах, освободив, так сказать, молодого, которого загонят на фронт. Звучит фантастически. Однако на практике получается не так. Война советского поколения идет. Ну, то есть стариков, вот таких мужиков, уже таких, соль земли, да, вот, которые это все должны, ну, я не буду говорить там, ну, в финале своей жизни, отмеренной ему, да, биологической, должны вот это вот на своей шкуре тянуть. Непонятен вот этот вот, скажем, вот этот взгляд старческий, да, вот в эту камеру. Что он там вообще делал изначально? Нет, с российской стороны тоже есть такие в солидном, ну, таком возрасте мужчины. Здесь и понятно, что война не молодит, но тем не менее. Сейчас напишут: Шелест, ты, наверное, за то, чтобы 18-летних призвать. Война дело молодых. Давай сейчас-то разгоняют. Зеленский же сегодня заявил, что, ой, извините, условия западных партнеров, чтобы санкции ввести против России, призыв 18-летних. Ну, как бы готовя почву. Точнее, не как. Он это заявил, а эту почву для этого заявления готовила там Берлинская раньше, всякие там вот эти барбершопные. Нет, я не об этом. Я не о том, что нужно. Я, в принципе, о том, что нужно прекращать эту войну. Но когда мы видим вот такие обмены, ну, это, конечно, уже совершенно другая картинка. Но я хочу с вами поделиться своим мнением. Мне кажется, в этом есть очень большая опасность. Когда россияне не радовались, или как, не торжествовали обмену, то есть не демонстрировали его подобно украинцам, мы имели один характер войны. Сейчас определенно война переходит в некоторый другой характер, абсолютно другой. Идеологический, заряженный, с разведением, кто плохой, кто хороший, кто чей. Мне кажется, к более жестоким обстрелам, с более жестоким ударом по воздуху и серьезной эскалацией. Раз пленных вот так теперь принимает Россия, четко отработав в идентичном формате. Выходят с автобуса, каждый на камеру сказал «Слава», каждый сел. Такого раньше не было. Очень короткие сообщения, да, прошли, да, вот прошли, сели, но, может, кого-то показали, да, там, а так вот прям рассказывают, как им там было, как они счастливы, как они здесь. Это плохой знак. Это очень плохой знак. Потому что меняется отношение к войне. Это может быть подготовкой к тому, что это будет прям не специальная военная операция, а война с их стороны, с привлечением еще больших, да, вот этих народных масс, ресурсов, сил и так далее. Соответственно, с такими тяжелыми последствиями, которые сейчас тяжелые для Украины. Но с украинской стороны ведь понятен этот, да, посыл был изначально, что вот каждый флаг должен окутаться, каждый должен... Потому что нужно держать тыл, держать в единстве. Это очень долго, и сейчас это тоже, это сбивает до кучи народ в противостоянии. Значит, Рубилова будет еще жестче, со сбитым до кучи одним народом и вторым. По поводу обстрелов. Сейчас поговорим о том, кто и как стрелял. Тем более, что там атаки продолжаются. И на самом деле это очень такой... Это очень болезненный момент. Я единственное, что хотел о профессионалах поговорить. Потому что их, кажется, очень мало. Интересная новость приходит прямо сейчас. Вот я здесь обратил внимание. Час назад Россия и США приняли решение перенести прямые переговоры из Стамбула в свои столицы. Значит,
новый раунд в России и США по дипломатическим раздражителям пройдет в Москве, а потом, я так понимаю, в Вашингтоне. Ну, то есть, тут очень интересно. Вот это, кстати, очень интересный момент. Стамбул, это будет четко про Украину. В Стамбуле не будут встречаться российские и американские дипломаты. Они будут встречаться каждый, ну там, как это, матч дома, матч на выезде. Это еще один показатель того, что все идет в такую решающую фазу, заходит. Причем с большими уронами, ну, максимальными уронами, которые может сторона другой соотнести. То есть подтверждает эту мысль. Проблема с профессионалами. Значит, есть генерал в отставке СБУ Григорий Амельченко. Ну, старый КГБшник. Ну, все оттуда же, да. Не, понятно, что патриот, понятно, что. Но я очень хотел бы, чтобы вот перед тем, как перейти к обстрелам, к тяжелым вот этим последствиям, мы его послушали. Амельченко. Об операції «Паутіна». У мене перше запитання, чисто професіонала. Для чого ви говорите, який срок, який термін готувалася ця операція? Первый вопрос, как у профессионала. Зачем вы говорите, в какой срок и да, вот сколько готовилась операция? Зачем это говорить? Наступне. Для чого викладати у відео оперативні зйомки Служби безпеки України? Як рухаються ці фури, де знаходилися дрони? Як заходять на аеродром дрони і вибирають літаки для знищення, де розписано все по хвилинам і по секундам? Для чого викладати цих десятки відео самих різноманітних, які покажуть методи і способи проведення цієї операції? Значит, как профессионал, Амельченко говорит, а зачем вы вот это все выкладываете? Причем эти же видео, как они были сняты, да? С монитора, ну вот, подсмотра, да, когда там дроновое наблюдение, с таймингом, с тем, как он летит. Потом дальше там, понятно, по этим мотивам нарисовали разные модели, вот это. А зачем это делать? Все це було зроблено за вказівкою Володимира Зеленського. На цей би крок, я переконаний, Василь Малюк би ніколи не пішов би, і взагалі про цю операцію можна мовчати. И тут начинается червоточинка. Потому что генерал СБУ нам фактически говорит, что Малюка подставили. Малюка, который, склонившись над макетом 5 аэродромов, который взял на себя Крымский мост, который вообще много чего на себя взял, и в контексте вот этих операций, да, паутины тоже, он бы сам никогда бы это не принял решение. Ну, вот так пиариться. Это Амельченко утверждает, как вот, ну, бывший. Хотя бывших не бывает, но тем не менее. Это Зеленскому нужно было рассказать о каждой детальке вот этого всего, ну, операции «Паутина». Як потрібно було діяти? Я не раз про це звертався до керівників спецслужб України. Кирила Буданова, начальника Головного управління розвідки, до Василя Малюка, голови Служби безпеки України. Я вам не зря сказав статтю, яка опублікована на багатьох сайтах. Вона якраз з тему. Вона називається «Язик мій, ворог мій, владі не варто вихвалятися спецопераціями до кінця війни». Опублікована стаття у квітні 2024 року, де публічно було з професійної точки розшовано, розказано, чому не можна говорити про такі операції. Про цю операцію можна було б розповісти більш-менш детально, згадати про неї років через 20-25 і не раніше. 20-25 лет нужно, чтобы отстоялось, и потом вот это все в деталях рассказать. О как! Ще одне. Що ж так мучило Володимира Зеленського, що він пішов на такий крок, щоб практично розкрити таку суперпрофесійну спецоперацію? Что мучило Зеленского, что он вынужден был взять и раскрыть все детали этой операции? А муляло те його егоїзм, його манія величі, його нарцисизм, його бажання, як то кажуть, відігратися і показати, що в нього є якісь козирні карти, коли у овальному кабінеті Білого дому, пам'ятаєте? Так от, Зеленський хотів показати, можливо, як то кажуть, принизити у відповідь Трампа, що в нього є карти, він його пошив у дурні, та ще й шестірки на погони поцепив. Ну, ви розумієте. Я не розумію, як до цього часу можна бути, жити в якомусь піарі, якимись рейтингами, якимись аплодисментами, букетами квітів, те, що в нього було під час гри на 95-му кварталі, різних шоу і так далі подібне. Іде війна. Ще раз наголошую, подібні операції, які проводяться, спецслужба, а тим більше політичне керівництво країни, повинно діяти за неписаним правилом, яке є у всіх спецслужбах світу. Не спростовуємо, не підтверджуємо, не заперечуємо. Не опровергаем, не подтверждаем, не спорим.
Вот такое правило от генерала СБУ Амельченко. А и он прав, в принципе. Вот мне вот просто интересно, вот, а правда? Но это если верить в его картину мира, Амельченко, да? Что Малюк бы никогда на это не пошел, это вот Зеленскому нужны были аплодисменты, что он там самый главный руководитель, что это вот это ему нужно. А может, они ни при чем? Ну, ни Малюк, ни Зеленский. Если вот так попробовать продумать, может, они и ни при чем? Может, они, ну, или, например, при чем только вот там возле мониторчиков пофоткаться или там поснимать вот эту историю. Может, им так сказали это сделать? Ну, а как бы немножко старый чекист, немножко сдал. Ну, вот он все-таки верит в то, что там, в эту субъектность. Потому что по-другому я этого не могу, например, объяснить. Ведь он прав. Надо через 20 лет об этом рассказывать. С картинками, со всем на свете. Как вылетали, как останавливалась фура, где она останавливалась, как взлетали, как запускалась, как открывался люк, по времени, по таймингу, что с водителями, как они в домики опять-таки эти, да. Более того, вы же помните, одним из первых фотографий вот этой спецоперации «Паутина» был дрон. Как он выглядел? Я еще смотрю, елки-палки. То есть, смотрите, этот дрон не диковинка для российской стороны. Вот этот дрон, такие дроны, которые запускались по аэродромам. Там тоже есть специалисты по дронам. Они все прекрасно и замечательно, ну вот, понимают, да, что это за дрон, где батарейка, где там что, откуда смотрит, где сигнал, где взрывчатка, сколько заложено, как попадает, как работает. Но нам крупняком показали первым делом дрон. А потом показали этот модульный, ну, то есть СБУ сами, где этих дронов много-много-много-много-много. То есть это фактически, ну, научили. То есть никто бы... Все бы подумали, что где-то там в глубинке, ну, подумаешь, там кто-то там пьяный, например, да, увидел, как а может, это не из фуры. Это долго потом бы выясняли, разбирались, да, фото, видео. Эти мужики, которые пытались заделать этот отъезжающий люк, да, и благодаря им, как потом рассказали, что урон был бы еще больше. Ну, возле одной из баз, в Иркутске, по-моему. То есть, понимаете, а это все вот так вот онлайн сопроводили. Это все онлайн сопроводили не потому, что это не наши традиции. Это традиции другие. Может, там другие? Били сегодня, прошлой ночью и сегодня тоже удары. Эти удары прям ежесуточно с разными, скажем так, последствиями. Значит, Киев и Одесса были сегодня в огне. Значит, это Одесса, последствия. Выложили в сеть последствия ударов по Одессе. Значит, по Одессе заявлено роддом, станция переливания крови, но не разрушенная, а поврежденная. Киностудия Довженко. Даже, кстати, этот район, по-моему, киностудия Довженко, там даже сгорели декорации для фильма, который там называется «Довженко». То есть, видите, снесло крышу эти здания. И, ну, в общем, тяжелый был удар достаточно. Раненых показывали, но я здесь не буду показывать, там, да, как оказывали помощь первую медицинскую. Ну и, конечно, страдал Киев сегодня. Прошлой ночью имеется в виду, да, и в Киеве попала под обстрел многоэтажка. Такая достаточно жуткая картина. То есть водичка он идет, видите, паренек пытается там как-то чего-то помыть, попить водички, да, пьет водичку. Вот это, конечно, обрушение после попадания, ну, так понимаю, ракета, да, или, ну, в общем, балконы некоторые ушли, шахет, ракета. И
очень так на газу стало походить. Но был еще один удар, такой достаточно примечательный и интересный. Там два бизнес-центра были поражены. Один из этих бизнес-центров, Яка зазнала, постраждала внаслідок ворожого обстрілу. Тут колись був візовий англійський центр. Ну, зараз, чесно кажучи, не знаю, що тут. метро Лукьяновка, то есть это бизнес-центр, пострадал. И здесь, в этом здании, был когда-то, ну, опять-таки, когда-то, ну, до этого момента, в общем, был визовый центр. Британский. Который напрямую там, да, вот посольство Британии работал, коммуницировал. То есть такой очень специфический удар. Причем по ним уже не били раньше, а вот сейчас начали бить. Странно. Хотя там Лукьяновка, там рядом, понятно, зовут Артема. В общем, били неоднократно в ту сторону. Кто в Киев знает, тот понимает. А тут прям, представляете, визовый центр в этом бизнес-центре. Було, але будівлю винесли. Ну, в общем-то, нет теперь визового центра в этом районе. Но больше всего всех поразил в районе Петровки попадание в промышленный объект. Дыма было неимоверное количество. Причем едкий какой-то, странный, черный. И Киев, вот смотрите, над Киевом бесполетная зона. Я помню, когда там залетел Байрактар, и его там пытались сбивать, да, потому что все в шоке, как это так? Байрактар над Киевом, а чей он, а что это, а перехвачен или что, почему? То есть бесполетная зона. Но вынуждены были поднимать авиацию. Я просто напомню, Киев, он, конечно, далеко, но не настолько, да, то есть понятно, что там ПВО прикрывается, но тем не менее. Вынуждены были авиацию поднимать, чтобы гасить пожар на этом объекте, который гасили целый день сегодняшний, который заканчивается сейчас. Зрелище, конечно, аховское. И это вертолеты разведки подключили. То есть, видимо, есть вертолеты, были вертолеты разведки, и ими пытались гасить. И гасили очень и очень долго. Самое интересное это вот это. Вот я все мог понять. Я там хотел... Там же просто есть люди, которые снимали, которые это все наблюдали, потому что, ну, вертолет, этот же причем, да, там, или второй был еще, он черпает, да, вот ковшом этим воду из Днепра и летит гасить. Но вот вы видите, какая съемка? Она меня, если честно, удивила. Прям из кабины, из-под кабины, и все так профессиональненько, логотипчик, вот смотрите. Короче, ГУР помогает гасить пожары. Так а что за объект поразили? Промышленный, говорят. А что так дымело? И люди действительно, ну, скажем так, распереживались. Потому что едкий дым, потому что долго дымело, потому что, в общем... Никто не понял этого момента. Как не понял и в Борисполе, это рядом с Киевом, соседний город, там районный центр, там аэропорт еще, да, то есть Бориспольский аэропорт, тоже рядышком. Там тоже случился прилет в промышленную зону. То есть это вот ночью снимали, да, вот как полыхает все. Ну, это все там под тревожную музычку, как обстреливали. Ну, в общем, и с призывом, мол, ребята, не забывайте про укрытие. Да? То есть Борисполь прилетело, это вот как попадало, как это все начиналось.
и к какому большому пожару привело. Но тут тоже есть странный момент. Был большой пожар, все, собственно, ну, понятно. Но тут появляется достаточно удивительное сообщение от местной власти. Исполнительный комитет Бориспольского городского совета. Уважаемые граждане, ну там община, да, громада, информируем, что в связи с ситуацией безопасности в регионе с сегодняшнего дня все массовые мероприятия на территории Бориспольской городской территориальной громады приостановлены на неопределенный срок. Надеемся на ваше понимание и ответственность организаторов, уже, ну, тех, которые по плану мероприятий. Безопасность по надусе, ну, типа, превыше всего. Берегите себя и своих родных. И это случилось после того, как погасили вот этот пожар. Ну, его не так долго гасили, как в Киеве, но тем не менее. То есть, что-то так крепко чмыхнуло, что проводить массовые мероприятия стало небезопасно. То ли диверсии, то ли... А почему массовые мероприятия? Массовые мероприятия или из-за диверсий, или из-за выбросов, или из-за каких-то других проблем. Это, конечно, очень такой удивительный был эпизод, зачем все мероприятия отменять. Нет, ну, конечно, есть как бы версия, она более-менее жизнеспособная, потому что, похоже, власть центральная спустила на местную, и все в курсе, что подобные обстрелы будут еще. Потому что знают там, что что-то у них такое есть, что будут еще обстреливать, поэтому никаких массовых мероприятий не будет. Бог весть, когда они там ночью, днем будут стрелять. Когда захотят, тогда и будут стрелять. Поэтому лучше, чтобы люди вместе не собирались. Интересный ход. Ну, то есть, мы просто такого раньше не видели. Я не говорю, что это плохо, правильно. Вообще в военное положение никаких массовых мероприятий быть не должно. Ни митингов, ни дискотек вот этих, ни еще чего. Потому что, а вдруг прилет? И как-то вот все первые там годик-два вот эти плюс-минус, ну, да вот, плюс-минус нормально к этому относились. А потом начались подпольные вещи. А сейчас вот Бориспольский исполком говорит, ой, не проводите ничего. Так нельзя же ничего проводить из-за военного положения. Подождите, а может выезжать можно уже? Военное положение не действует в отношении массовых собраний. Может и на выезд тоже уже не действует. Нам просто не сказали всем. То есть королевство кривых зеркал. И очень интересное последствие. Мне обещают, ну как, мне так вот действительно... Очень радуются где-то внутри, когда есть какие-то профессионалы, которые чего-то комментируют. По поводу этих ударов и шахедов, конкретно шахедов. Ну вот ракеты, которые летели, сегодня прошла информация, что это там в том числе и корейские, но русские, ну как Зеленский говорит, русские. В общем, российская армия, российские конструкторы эти ракеты модернизировала, КН-23 средней дальности. И они теперь летят... Точнее, со смертоносным результатом. Просто очень точные ракеты получились при том, как у нас там говорят, отсталые, изолированные от всего мира россияне их доработали. То есть корейская ракета, те приложили свой какой-то интеллектуальный, смекалистый или какой-то другой подход, и теперь она летит точно, цель, опасно, потому что там заряды другие немножко. Ну, оно и то опасно. Она точнее становится. Вот это в чем опасность. Об этом сегодня, кстати, ГУР тоже говорит. Ну, вот это по поводу ракет. А по поводу отражения шахедов, вот что говорит военнослужащий с позывным «Флэш». Радиолюбитель бывший тоже. И, собственно... человек, который там дронами, радиотехнической борьбой занимается. Кстати, пользуясь случаем, я хотел вот обратиться к нашим слушателям.
достаточно такая большая проблема, когда наши ребята работают, мобильные огневые группы, стреляют по шахедам из пулеметов, автоматов и других там средств, то вот эти вот пули большого калибра, они имеют способность лететь на километры, даже не на 1-2 километра на излете. И зачастую даже когда стрельба слышится где-то далеко, то есть это является признаком и фактором угрозы. Поэтому я прошу не стоять возле окон в это время, не наблюдать за небом, потому что вот эти вот пули, мы сейчас в данный момент находим и по всему городу, они даже встревают в асфальт, то есть они имеют достаточно много остаточной кинетической энергии для того, чтобы поразить какого-то человека. Поэтому я еще раз прошу не находиться возле окон, не держать там детей, и если это возможно, отодвигать, например, кровати куда-то в сторону от окон, для того, чтобы минимизировать возможный ущерб. Ну и, конечно, держаться вообще подальше во время атак. Не у всех людей получается по объективным физическим причинам спускаться в убежище, держаться подальше от внешних стен для того, чтобы минимизировать вот риски возможные. То есть стреляют из пулеметов, на километр-два летит пуля, она влетает в окно, влетает в асфальт, врезается. Ну, то есть пуля полетела, промахнулась, понятное дело, да, и куда-то же она упала. То есть не только там ракета ПВО, которая летит, да, она тоже куда-то падает. Ну, или так, конечно, нам, конечно, рассказывают, что она летит и там самоуничтожается, да, и поэтому какие-то обломки могут там, но это не критично. Ну, так успокаивали, я помню, в отношении работы ПВО. Тут прям пуля серьезная, а это правда серьезная история. На поздняках мы видели, залетает в окно, влетают там, прям достают эти пули, большие такие, крупнокалиберные, из пулеметов. Но тут возникает другой момент, и на этот вопрос никто не отвечает на самом деле. Ну, точнее как, отвечают, ну так сквозь зубы, все понимают, логически догадываются. Так может не надо вот эти группы, они же, опять-таки, летит же бог знает сколько по стране этот шахед. Над полями, лесами. Маршруты примерно все понимают, какие выбирают шахеды. Ну или как герани там сейчас, да, модернизированные шахеды. А они вот это долбят, получается, в черте, городской черте. И вот эти пули летят, далеко могут залететь, и вот такое предупреждение. То есть, получается, что нет вот этого, как бы, купола, нет каких-то, да, то есть ПВО не могут спрятать, кроме как там не близко к городу или в самом городе. Это ведь тоже профессионализм, спрятать так ПВО, чтобы оно там перемещалось, чтобы не стрессовали, чтобы, да, но чтобы как бы оно город защищало, а не город защищал там мобильную группу. Сегодня, кстати, очень интересная информация прошла, что эти шахеды модернизировали, и вот эти пулеметчики, которые по ним работают, ну вот, о которых говорит этот эксперт, они вот потом перестраиваются и бьют по пулеметчику. То есть искусственный интеллект, они фиксируют, что по ним, вот такие даже рассказывают. Байка или нет, не знаю. Потому что тот же эксперт по радиотехнической борьбе Флэш, он нам вообще говорит о том, что, представляете, а это все вранье про то, что шахедом управляют через украинскую сим-карточку. Шахед, я скажу так, не управляется через сети мобильной связи, у шахеда просто нет физической внутри такой возможности. Мы каждый день разбираем трофейные шахеды, анализируем, что россияне в них меняют, как все работает, поэтому шахеды, еще раз, не управляются через украинскую мобильную связь. Что есть, это в шахедах есть такие трекеры, так называемые, которые передают на Россию, где шахед летит. Передают информацию, какая у шахеда скорость, какая у шахеда там, дальность полета, высота полета. Анализируют информацию, россияне могут понять, где работает наше ППО, потому что если шахед в какой-то точке не вышел на связь, значит его сбили. Там можно крестиком отметить, что туда не лететь. Ну, вот так это все работает. То есть законодательство о том, что люди добрые, давайте запретим, отключим мобильную связь и всех там, ну, уже там понятно, что там GPS меняют, все резко, кто где находится, кто в Беларуси, кто там в Южной Америке, кто еще где-то, ну, по телефону имеется в виду, по GPS. Но вообще давайте отключим все, ну, это пока не то, каждый день говорит военный. Причем на чисто русском языке говорит. Ну, это такой достаточно известный военный, он именно специалист, он там по рэбу, ну, потому что радиолюбитель. Это все вранье. Вывод. Мобильную связь при тревогах отключают не поэтому. Не поэтому. По другим причинам. Ну и, конечно, наша любимая, это
история, которая продолжает набирать обороты. Я уже говорил, что Зеленский, в общем, говорит, 18-летних надо, так сказать, будет мобилизовать, чтобы на Россию санкции наложили. Да? То есть это такое условие партнеров. Мы, конечно, не хотим, но у партнеров такое условие. Если что, если мобилизация 18-летних будет, то это партнеры виноваты. Но вообще по-разному оценивают вот эту армию. Нардеп Федиенко говорил на днях о том, что 20% только воюют от этого миллиона сил обороны. Вот эти там полицейские, они в большом количестве. Сегодня случай, кто тоже такой очень интересный был, о нем стало известно. Значит, полицейские и ТЦК крутили парня. Мимо шел мужик, отбил парня, помог. Ну, да, то есть отбиться. Ну и все вроде как. Дальше на этом все видео, все обычно обрываются. Но эта история возымела продолжение. Домой к этому мужику пришли СБУ, полиция, побили его, ну, собственно, забрали в полицию, ну и вот шьют теперь уголовное дело. То есть просто там наказать как-то нет, все, госизмена, уголовное дело, чтобы неповадно было, наказывают. Вот такие как бы истории гуляют. Так а армия что? А армия вся практически в штабах. Гайдай об этом говорит, політтехнолог. Вони кажуть, нам не вистачає бійців на фронті. У нас більшість армії сидить в штабах, а воювати і робити ротацію тих, хто в окопах, ніким. Тому давайте, у нас є ТЦК, те, що раніше називали воєнкомати. Ми поставили їм завдання відловлювати цивільних. І саме нам, полковникам і генералам старої радянської школи, вигідно мати отакий витратний матеріал. Тому що насильно мобілізований цивільний, він безправний. Він не має голосу. Його можна послати у будь-яке пекло. І не відповідати, коли він загине. Ну, вот такая история. Пусифицированное это круто. У него не имеет, нет права у него. Все, отправили в любую сраку, все туда там. И не надо отвечать за него. Умер и умер. А по учебкам, ну, умер в учебке, ну, бывает. Ну, вот так. Списали, да и все. До фронта не доезжают, люди уже умрут. Кто по здоровью, кто там по глупости, кто от пьянства, кто от, ну, таких моментов. Всякие же истории за это время было. А генералам это выгодно. Они в штабах сидят, они вот это вот есть ТЦК, цепной пес, он там этот пес отлавливает. Или там, например, кот ТЦК, кот. Вот вот наловил мышей, и их не жалко. Но не так, немножко в другой разрез Гайдаю высказывается. Есть такой Тимочко. Это совет, тоже интересно, там по всем эфирам ходит. Возглавляет совет резервистов сухопутных войск Украины. Говорит, что это вообще неправильная какая-то постановка вопроса. Вообще странно. В Украине слышно только голос ухилянтов. Солдат не слышно. Ухилянты одни вопят и видео снимают и показывают. В нас, поки триває війна, в країні чують голос тільки ухилянтів, бо військові воюють, військові зайняті обороною, військові не мають такої кількості доступу до соцмереж, військові не можуть ширити, поширювати, бігати за іншими і знімати ролики і так далі. Але військові знають про цю ситуацію. Значит, военные не могут снимать ролики, там вот это бегать, вот это все. Но они знают об этой ситуации. Не в равных правах, ну как, не в равных условиях. То есть военный у него он занят, у него война, а вы вот это там вот это снимаете, ролики, вот это. И так получается, что слышен только голос ухилянтов. І рано чи пізно військові теж почнуть питати, чому ви ухилялися, чому ви нас поливали брудом, чому ви мого побратима, який скалічений, пішов у ТЦК служити, принижували і ображали. Це О, как! То есть, и вы неоднократно слышали это мнение, что, значит, вернутся воины, ну, там, с фронта и спросят с ТЦКшников. Ну, да,
Вот эти бусифицированные, не бусифицированные. То есть там солдаты, которые не понимают, им по форме идти, когда он там в увале на гражданке, или в гражданке. Потому что если в гражданке, ТЦКшники скрутят. Если по форме, то люди могут лопатой по голове ударить. И у них, у этих солдат, будут претензии не к ТЦКшникам, а к уклонистам будут претензии. И вообще выйдут и скажут, а что это тут уклонисты? Обижали моего товарища боевого, который получил ранение и в ТЦК сейчас служит. То есть вот этой историей, вот этим комментарием высокоинтеллектуальный мужчина опять замешивает в один флакон ТЦК и ВСУ и угрожает всем уклонистам, что как вернуться с фронта и скажут, а где ты был? А где ты был? Не ТЦКшника накажет, тебя уклонист. Ух! Потужна пропаганда. Дуже тонка гра, дуже тонка паралель. Вон про неї зараз взагалі не прийнято, не модно говорити, тому що вона не формує електоральні бази. А ухилянти і так дуже залякані, і їх не можна порушувати, їхній, як там називається, особистий простір. Бо вони і їх мамочка не родила для того, щоб захищати державу. Вот так вот. Вот это вот официальный комментарий. А чего он не в окопе, мне так интересно, понимаете? Он же вроде как военный, вроде по форме, вроде он там совет резервистов, сухопутных сил. Тоже, наверное, свое отвоевал. А чего так голос дрожит? Почему так как-то он не уверен в том, что говорит? Может, все-таки вернутся военные и прочухана дадут не уклонисту, а вот этому ТЦКшнику, который мундир опозорил, который бабки сшибал. Мы же все забыли, что они бабки берут, что не гонят инвалидов на передовую. И этот человек, который на передовой должен вернуться уклонистов, как бы поругать. Ему ж приходит пополнение. Ни в зуб ногой, ни куда-то там пальцем, понимаете? И он не знает, что с ним делать. С этим пополнением. Списывают в учебке еще. Кто-то мрет, кто-то списывает, кто-то еще что-то. Кто-то в ССЧ бежит. Потому что это не работа ТЦК. И, конечно, к ТЦКшнику не будет иметь претензий. А к тому, кто не его война, то, конечно, будет иметь. А когда ТЦКшник в Харьковской области говорит, я не рожден для войны, это к нему, конечно, не будет претензий иметь. Он же по форме, а ты уклонист по гражданке. Сейчас вернется с фронта солдат, как даст тебе. Дрожащим голосом говорит этот Тимочка. Вот вам ТЦКшники, вот вам и отношения. Сегодня очень интересный эпизод был. Суд. Вы помните это видео, когда возле автомата для набора воды в Харькове ТЦКшник при проверке документов ударил мужчину. Мужчина не сопротивлялся, просто пропустил удар, покашлял, тут его еще раз ударил. И потом быстро всех нашли. Потому что мужчина оказался классным руководителем 8 класса в Харьковской школе, учителем истории. А ТЦКшник оказался бывшим там охранником на хлебзаводе, который там такой весь четенький паренечек, в Россию мотался. Ну, там как в Харькове, так оно и было там до войны. Все мотались, там вот эти все муточки, все хорошо. И он в ТЦК пристроенный. Суд был. Почему суд? Потому что учитель подал в суд, в общем, 300 тысяч гривен он требует материального. Ну, в общем, суд рассматривает эту историю. Ну и пришли ж на суд общественники и журналисты. Чули позицію потерпілого, його версію подій, як все відбувалося, хотіли почути от від вас, Сергій. Що відбувалось там, яка ваша версія подій? Судовий розгляд. Це головне зараз для нас. Щире каяття у нас є у поступку. Все є. Ну, давайте. А розкажіть трішки детальніше про це. Щире каяття. Значит, это вот этот вот лис у него погоняло, тот, который ТЦКшник, который бил. Вот он стоит, это рядом с ним адвокат. Лис проглотил язык. А адвокат пытается как-то, ну, главное, чтобы суд, такая, мы все... Люди просто снимают и говорят, смотрите, потерпевший, да, то есть он
как бы все рассказал. Почему? Потому что он подал в суд. Он требует 300 тысяч гривен. А ваша версия событий? Тут, говорит, полное раскаяние. Полное. Мы все признаем, мы виноваты. Тобто ваш підзахисний визнає свою вину, правильно? Визнаю. Сергій, можете самі про це сказати? Ви дійсно визнаєте? Смотрите, что на лице написано. Признание вины. Вот так выглядит признание вины. Тобто він не визнає. Він особисто не визнає. Ви ще задаєте вопроси, які Ну якщо він сам цього не може сказати, то як тоді? ви не повинні Так смотрит на него, на этого мужчинку. Втащил бы сейчас бы вот это тебе. Ай, это в зале суда. відповідати на ваші питання. Ми повинні... Сергій, ви ж бачили резонанс, який у соцмережах люди пишуть про це. Можливо, мені щось сказати суспільству після того тих ударів, які всі бачили, і чи вам нема що Поясніть, сказати? будь ласка, Ну, так вот по-женски уже журналистка говорит, ну, там, Сергей, вот там, Лис этот, Лис говорит, ну, вы же видели резонанс. Может, вам есть что сказать о... В принципе, нормальный заход. Ну, вот полевого корреспондента, там, ну, скажи что-нибудь. Обычно в таких случаях, говорит, да, была такая история, там, да, вот там, я не прав, там, ну, скажи, они сейчас запишут в интернет везде, там, этот медиапорт, там, местное, не местное, харьковские, там, вся Украина, весь мир будет этим интересоваться. Все же помнят эти удары, когда один проверяет документы, бронь учителя, а второй учителя мочит. Ну, скажи, ну, был неправ, там, что-то перемкнуло, я вообще какой-то с ПТСР, он же говорит, что он служил. Хотя там вроде копнули, вроде не шибко служил. Ну ладно, какая разница? Можно же сейчас, вот сейчас можно же отбрехаться. Суд же идет. Поясніть, будь ласка, чому стався цей напад? Чому? Ви можете пояснити? Ні, ми нічого поясняти. Ви шкодуєте, що сталося? Не будемо поясняти. В судовому відкритий судовий розгляд. Пане Юрію, те, що ти Значит, все, ничего не будем объяснять, открытый судебный процесс. Ну и вот пана Юрия, то есть Юрий, это учитель, которого били. Вообще, кстати, вот, ну, молодец. Вот, молодец учитель. Ну, может, конечно, подсказал, кто резонанс жуткий был. Там он с мэром встречался, и мэр тоже вступился, Терехов за него. Ну, потому что, ну, это просто беспредел. Я тоже показывал это видео в каком-то из шумов. Да? Он все равно пошел в суд. Пошел в суд, говорит, в суд. Ну, потому что резонансная вещь, все видно было, есть, все это видели. Есть что доказывать. Есть как бы все основания наказать вот этого козла, вот этого лиса-козла, наказать за то, что он сделал. обвинувачений не коментує нічого. Як ви розцінюєте? Не готовий навіть принести якісь вибачення вам тут в суді. Що ви думаєте про це? Друзі, ну я перш вже сказав на попередньому засіданні як все відбувалося. І в мене є адвокат, якщо можете в нього запитати. Питання до адвоката, будь Ви ласка. Я очікуєте- втомився від цієї історії, чесно. Друзі, дякую вам за роботу. Ну, он устал и говорит, все вопросы к адвокату. Вообще, конечно, вот так смотришь, сделали, конечно, красиво. Красиво. Смотрите, ТЦКшник ударил человека. Он смотрит на людей, как на говно, видите, этот лис. А простой учитель пошел в суд и добился, ну, еще пока не добился, но добивается. Добьется правды. Смотрите, какая классная, демократичная, какая потужная демократия. Наконец-то цивилизованный способ. Вот смотрите как, да? Вот как бывает. И как-то, знаете, вылетает из головы и забывается, как-то где-то в анналах памяти теряется. Отстойники ТЦК на ДВРЗ в Киеве, где бунты были, спецназ вызывали, как к скотине относились, избивали, привязывали. Там, в ТЦК. Как-то вот эти все побои, как-то вот уже все, как-то это про другое. Нам меняют картинку, нам меняют сюжет. Смотри, он не сопротивлялся. Он гордо проверили документы, получил по селезенке и пошел в суд. И выиграет этот суд. И ты будь таким. Терпи. Маши гривой. Когда-нибудь суд присудит тебе 300 тысяч гривен. Если будешь жив. Учитель истории. Престижная профессия. Показательную историю лепят. Из скольких загнобили, сгноили.
и просто уничтожили вот эти ТЦКшники. Вот эти, которым сказали, сиди, молчи, не дай бог, что ляпнешь, что не так, молча. Найдем там, скинутся тебе твой бывший начальник. Хотя он как бывший, он все равно, он, наверное, какой-то помощник там, на добровольных началах, потому что он с ними терся. Было видео несколько дней назад, что неделю назад или 2, о том, что там ТЦКшники стоят, и он все равно при них. Без формы, но при них. Огинается. Сиди, заплатят там. То, что им несут деньги, то, что они относятся как к животным, к людям. Не, нормально. Вот, смотрите, какая классная история. 95-й квартал. Когда простой учитель, да, помним. А вот сегодняшнее. Тот же Харьков, кстати. На 3 машинах они ездят и останавливаются. Сразу 3 машины и проверяют у людей документы, чтобы никто не успел убежать. Сколько людей задействовано, чтобы поймать одного ухилянта. Сейчас смотрите, впереди, видите, машина паркуется, идут 2 парня. Сейчас будут их проверять. Эти все следом останавливаются. Все. Мужичка сейчас. Это дети, их трогать не будут. Ну, то есть едет водитель, все рассказывает, как они действуют. Он их уже, как бы, да, он их понял, выкупил, в общем. Да. Тут 3 машины, сразу на 3 машинах, 1, 2, 3, оп, все показал, рассказал. В том же Харькове. В суд там еще пойдет кто-нибудь? Вряд ли. Сегодня еще такое сообщение пришло, ну, просто такое, очень интересное, я бы сказал. Тоже Харьковская область. Там как намазано, да? Чем ближе фронт, тем больше, тем злее мухи, что ли, да? Значит, в Харьковской области полицейские оперативно задержали мужа и жену, которые напали на правоохранителя и представителя ТЦК. Слушайте, случилось это все 9 числа, ну, то есть вчера, в селе Безлюдовка Харьковского района. Экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль. За рулем был 48-летний местный житель, который ухилянт в розыске пребывал. И что же было потом? Этот мужик взял палку, отмудохал ТЦКшника, жена взяла камень и ударила по голове полицейского. Ну все, всех к уголовной ответственности. Представляете, как бывает? Едут, останавливаются, смотрят полицейские с ТЦКшником, выскакивают с палкой и камнем и давай их мутусить. Вообще какая-то страна, люди какие-то такие, да, то есть добрые ТЦКшники. Для них, для обороны страны. Слышно один голос уклонистов. Так вот вам голос не уклонистов. Злые в Безлюдовке, муж и жена, причем там под 50 лет, они вот это вот нападают. Это вообще, потому что они серийные. Серийные, может. Может, они специально ездят по этой Безлюдовке и ищут, где там полицейские с ТЦКшниками ходят, чтобы на них напасть. Ух! Так это ж надо спецназ вызывать, точно. Ну, если кроме там сарказма и шуток, хотя, конечно, шутить не над чем, сегодня пришла вот такая новость. Значит, сухопутные силы опубликовали бронь. Значит, 7736 религиозных организаций. У них будет право на оформление в установленном порядке отсрочки бронирования на период мобилизации и военное время. Значит, все военнообязанные священники, которые там, в общем, занимают свои эти позиции, да, в этой организации, норма бронирования не более 50% общего количества военнообязанных сотрудников, не, скажем так, ну, в общем, не распространяется на военнослужащих священников. То есть
Поняли? То есть норма не больше 50 общая не распространяется. То есть всех их отсрочкой наградить. Вот эти священники, вот это все. Ага. 30 тысяч человек. Или как, не человек. 30 тысяч зарегистрированных юридических лиц. Организаций, то есть. Всего. С которых там исключены. Зарегистрированные после 26 декабря 2024 года. Ну, типа через год примерно после начала. Если находятся на оккупированной территории Украины, значит, религиозные организации по списку 2019 года, чей статут потерял, ну, в общем, потерял действительность в части, которая там, это там сложная история, это вот я сейчас объясню, к чему это. Ну, или там те, которые не внесены в реестр, или там не подали отчет о доходах, да, своей недоходной организации. То есть 30 тысяч религиозных организаций, из них исключены. А вот 7736 бронь. Хорошая же новость. Ну вот, наконец-то. Да? Можно будет священников не трогать, еще кого-то. Да не тут-то было. УПЦ это не касается. Потому что реестры, потому что все остальное. Не касается УПЦ. От слова совсем. Соответственно, план следующий. То есть это касается какие-то там адвентисты, что-то там, я читал этот список, ну, кого конкретно это коснулось, вот этих организаций, там, этих церквей. Там вот эти все баптисты и Иеговы. Нет, я с уважением ко всем отношусь, это ваше право, там, молитвенные дома, вот эти пасторы, вот это все, то есть это ваше право. Но у вас есть бронь. А священника УПЦ сейчас вот раз придут и заберут. И не будет УПЦ. И вот таким простым, бесхитростным способом, да, то есть вот церковь изогнется. Будут только те, которые там 60 плюс. Вот такое. Как бы вот такая мобилизация во благо. Что там ездил Ермак с американцами тер? Вообще непонятно. Ах. Да, 23 часа. Знаете, как я тут разогнался. Есть еще кучу чего вам рассказать на самом деле. Ну, а потом, да, собственно, что будет с этими священниками? Да, ну на фронт это как это, в один конец. По большей части. Вот, например, рассказывали. Долго говорили. Полушепотом говорили. В фортеце Бахмут, да? Сколько там потерь у Украины? Не время озвучивать потери. Ну, сейчас, похоже, пришло время. Государственный телеканал «Рада» показывает волонтера, который оценивает потери в Бахмуте. Битвы Клещеївка, Бахмут. Клещіївка. Я ніколи не забуду цього. Тобто вони були крізь. Трупи були просто крізь. На дорогах, в посадках, на полях, на техніці, в техніці, в бліндажах, в окопах. Тупо везде були тіла. Везде. Я стільки тіл я ще не бачив. Тобто ми звідти вивезли більше 250 тіл. Там територія невеличка. 250. І це не всі. Тобто ми вздовж каналу там фактично там обслідували вже за канал, перепригнули на Кліщі туди. І потім туди вже не попасти, бо русня. І там дуже багато ще. Дуже багато. І ми так від цього так нам було важко, що ми не могли позабирати пацанів. І вже в останні рази, коли вже орки вже пригали вже на канал, вже через нього там росіяни переходили. Тобто ми там в деяких місцях ще встигли позабирати, але і ми пам'ятаємо, де ще лежать, і ти не можеш спати. Тобто ти знаєш, що вони там лежать, і ти такі думаєш, а як би їх забрати? Тому що ти відчував їхню надію, що ми за ними прийдемо, а ми не змогли прийти. Ну вот так. Тревога, кстати, сейчас в Киеве объявили, очередная. На государственном канале все рассказали, как это все выглядело, как это все было.
Ну, вот, пожалуйста. Вот расскажут, наверное, и про эти операции бурные. А потом Политико, которая тут что-то говорит, 40 тысяч тел, в принципе, готовы россияне отдать. Не 6, 40. Как-то уже не кажется после таких рассказов волонтера. Ну, это ваш на подвал там не забивали, никуда там не девали, да, вот этот скандал был недавний. Очередной, ну вот опять-таки, что с этим делать? Есть очень простой способ вылечить, ну, свою принадлежность, свою там русскоязычность. Так считает Янина Соколова. Вот она опубликовала сегодня у себя такой месседж, такой манифест, я бы сказал. Начните себя уважать и страну, в которой живете. Избавьтесь всего российского вокруг себя. Не вздумайте. Тут ошибки у него. Ой, господи, ну, бывает. В сердцах писала. Не вздумайте с новорожденными детьми говорить по-русски. Даже если вам так удобно, подумайте о своей жизни через 5 лет. Где вы хотите, чтобы вы и ваш ребенок жили? В Украине? И говорить по-русски? Тогда я вас разочарую. Вы тут будете маргиналами. Или вас будут считать недалекими. Или россиянами. Посмотрите, что они с нами делают. Со всеми. Их все равно, им все равно. Опять ошибка. Ну ладно. Им все равно, кого уничтожать. Но есть шанс сохранить свое в середине. Дать свое детям. В конце концов, сберечь свою культуру, а не распространять культуру. Че он, наверное, видео, да, там, с открытым ртом, вот это. А хотя сейчас это модно, вот эти все, они все вот фотографируются. Как мы привыкли фотографировать. Встал, там, морда кирпичом, все, сфотографировался. Они так, надо рот открыть. Это же язык. Он как бы доносится. Мысль доносится. Слушайте, и суммы сразу освободятся сами, и как-то станет легче нам дышать, и вообще вот если вот через 5 лет, ты себе представляешь, через 5 лет, кем? Вообще, конечно, такая дикая история. И это все, вот эти нарративы, они закручиваются и выплескиваются на головы всем нам. Иногда, правда, может быть больно, когда люди, но в состоянии свободы смогут сделать выбор. Свободы. Поэтому этого состояния людям не дают. В состоянии свободы. Нет, ты, конечно, можешь пойти, как учитель, посудиться с ТЦКшником. Может, тебе повезет, если у тебя знакомый мэр. Или это заснимут на видео, и все охренеют по всей стране. Получишь по селезенке 300 тысяч гривен, и заодно всей стране покажем, какая у нас справедливость. Но то, что она сейчас говорит, это несправедливо. Это несправедливо. Ставить знак равенства между русским языком и российской культурой нельзя. Да, это часть одного другого, но нельзя. Русский язык это нечто большее, шире, чем только русская культура. Потому что в самой России этих культур просто неимоверное количество, как и народов, да, но это русский язык. И в мире тоже таких много. Но они говорят по-русски, на языке международного общения. Ну, это же зачем? Это надо учиться. 2 слова еще пошумим давайте в комментариях, если, конечно, интересно. Сегодня многие, конечно, уделяют этому особое внимание. Вот свежий недельный номер Time. Колючая проволока, факел статуи свободы с кричащим Трампом, ну, огнем в виде Трампа. Действительно, все
поражены были. Трамп после протестов в Лос-Анджелесе вводит войска, морские пехотинцы, едут угомонить мигрантов, которые не хотят выселяться, не хотят депортироваться. Они хотят быть в Америке, они американцы. Правда, с мексиканскими флагами, ну то не страшно. Но морские котики знают свою работу. Вон какие едут. It's a show, man. It's a show. Ну, шоу так себе на самом деле, потому что из Лос-Анджелеса, который превратился в поле боя, где забрасывают камнями федеральные машины, лупят полицейских и, ну, беспорядки, правда. Трамп на этом фоне там почти помирился с Маском, все вроде как объединились, потому что то, что там происходит, это ужас. Он говорит, что если бы он не ввел котиков, Нацгвардию и всех на свете, то как бы это была бы катастрофа. Причем мнения разделились. Одни говорят, что это работает на руку Трампу, потому что он, в принципе, это обещал выгнать всех нелегалов, нелегальных мигрантов. Во-вторых, ведут они себя неподобающим образом. В чем неподобающим? В том, что, ну, во-первых, с другим государством. Я помню вот эти сразу перед глазами вот эти примеры. А представьте, если бы Мексика решила вступить в АДКБ. Ну, так это похоже вторжение. Можно и так расценивать. Ну, это, конечно, так сарказм, но на самом деле ситуация серьезная, потому что задействованы силы, и мигранты так просто не хотят валить. И эта история приняла достаточно знакомый в Украине лавинообразный характер, потому что перебросилась на другие штаты. На другие штаты. Методичка понятна. Нужно там громить камни, вот эта брусчатка. Что-то всем это все напоминает. Вот серьезно. Значит, протесты пошли в Делавере, протесты и в Техасе. Вот это Техас. Вот, пожалуйста. Ну, в общем, вот они протестующие, вот они там пытаются, вот им переграждает дорогу полиция, кто-то чего-то бросает, в масках, петарды, шум и выстрелы, ну, там, резиновыми пулями, светошумовыми историями. То есть, вы понимаете, не любят мигрантов. Вот еще картинка для того, чтобы было понятно, ну, давайте так немножко побольше сделаем. Это тоже штат Техас. Полицейские вот так оцепили дорогу. И вот многие там с разными флагами. Вот мексиканский флаг там видно. И вот они, так сказать, ну там, пытаются их оттеснить. Да? Их не так много, но потом становится больше и больше в результате применения спецсредств. Что думаете по поводу этой истории? Вот мне прям интересно. Ну, для баланса мнений, потому что мы все-таки здесь, давайте, за какую-то журналистику. Хотя бы в таком минимальном шумном варианте. Я неожиданную грань открыл этих протестов. Слушайте, а правда эти ICE, ну, это таможенники, короче, миграционная служба, по нашему уху привычнее, они вообще какие-то несправедливые ребята? Мигранты борются за справедливость. Знаете, за какую? За вот эту. Значит, вот эта мигрантка говорит, как ICE может прийти за всеми латиноамериканцами, но за поляками, которых здесь и которых здесь быть не должно, они не приходят. Русские, чертовски белые, нелегальные американцы. В общем, русские для них все, вы поняли, и белорусы, и, в общем, и все русские, кто плюс-минус русские. Короче, это чертовски белые люди, которых здесь не должно быть. Ни одного русского, ни одного поляка. Я могу пойти туда, мы можем пойти, так странно. Почему ICE не арестовывает польский народ? Итальянцы, которые приплыли на корабле. Слишком много слов.
Так же, как и иммигранты. Короче, эмоции просто шкалят у этой латинской девушки. Несправедливо. Латиносов выгоняют, еще кого-то выгоняют. Несправедливо. Русских выгоните. Ну, вот славян, там, поляков давайте, итальянцы вот эти. А? Как? На что-то смахивает. Не фашизм ли это? Ну, и я обмолвился о том, что дом в Киеве, который пострадал после прилета, сразу так вот визуально напомнил Газу. Это неправда. В Газе сегодня было вот так. То есть вы понимаете, какая мощь? Причем я вот повторю, вот смотрите, нет живого места. Вот смотрите, здесь нет живого места. От слова совсем. Никакого, ни одного. И такой мощи взрыв. Продолжает Израиль бомбить Газу. И даже Грета Тунберг не смогла. Ну, в прошлом шуме я вам показывал, что она плыла на корабле. Ее там, топить не обещали. В общем, ее задержали. Задержали ее, 12 активистов, которые там с гуманитарным грузом. Кто-то осуждает Грету Тунберг. Трамп вообще говорит, она злая. Надо работать над своим гневом. Кто-то говорит ради пиара. Хотя на самом деле во Франции, да, куда Тунберг депортировали, вот кадры ее депортации. Вообще ничего не понимает, что происходит, кто на каком говорит, но вот кадры ее депортации. В общем, то есть кто-то говорит, что это хоть что-то, да, в Франции такое отношение неоднозначное, и от Макрона требуют каких-то принимать решительные действия. Что это такое? То есть там много арабов французских, они, конечно, все в шоке. Европа тоже, вот эти мигрантские пласты от того, как продолжают гасить Газу. Но, тем не менее, была новость, что Стармер и Макрон не договорились о каких-то общих контурах, что, мол, давайте сделать палестинское государство, и Газу продолжают бомбить. Нетаньяху говорит, его люди, там, министры говорят, это провокация, это террористы, вот мы их уничтожаем. Живого места нет на Газе. А, как я вам показывал, муку, например, из Турции, израильтяне через себя же пропускают, да, не выбрасывают ее. И она просто на свалке. То есть хлеба там, в общем, не с чего приготовить в нормальном количестве товарном. И постоянные бомбежки, и вот эти вот перманентные истории. И тут, понимаете, должно тоже пройти время и стойкость. Ведь, с одной стороны, заложники – это повод бомбить палестинцев, а с другой стороны, как повод до конца не уничтожить. Диалектика, как-никак. Друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Всем большое спасибо, что смотрите. Это потрясающе. 23,5 тысячи человек нас онлайн. Опрос у нас выглядит вот таким вот образом. Если Зеленский откажется от части территории ради мира, вы поддержите его решение? 2% нет, считают это предательство. 23% мне все равно, лишь бы конец войны. 31% от него ничего не зависит. И 44% да, давно пора. Более 19 тысяч голосов мы получили. Спасибо большое за то, что приняли участие в нашем сегодняшнем опросе. Еще один есть элемент нашего сегодняшнего разговора, причем я с большой радостью и благодарностью хочу вот делиться вот такими историями, потому что они абсолютно человеческие, они вот абсолютно, вот такие настоящие, что ли. Значит, давайте так, Саша, да, назовем Саша, человек, пишет письмо, это рубрика «Колобок. Куда мы катимся». Перегружать не буду, вот периодически такие истории в шуме, я считаю, что должны появляться.
Александр, я ваш постоянный зритель. Хочу поделиться такой новостью. Мой друг собирается забирать свою мать к себе в Германию, а дом со всеми удобствами в селе под Черниговом, ближе к Киеву, даже с живностью, хочет оставить переселенцам, которые нуждаются в жилье, на долгое пользование, без оплаты за проживание, только коммуналка. Обратились в различные организации, которые занимаются эвакуацией и расселением. 0 на массу. Такое впечатление, что людям все равно на своих граждан, видимо, им выгоднее расселять людей по общежитиям, и то только до 4 месяцев, как мы узнавали, а дальше сам. Сначала общались с одними представителями этих организаций. Вроде как женщина обработала информацию, спустя время звоним узнать, как дела, но попадаем на другого представителя, она говорит, удивилась и говорит, что первый раз такое слышит, что коллега ничего не говорила. А мы все о переселенцах и новых людях и эвакуациях. Спасибо вам большое, Саша, за эту историю, за то, что написали ее. Я считаю, что об этом нужно говорить всерьез. И правда есть люди, да, которые хотели бы оставить жилье, чтобы коммуналку платили, и жили себе, не тужили. Те люди, которые там переселились. Это нормальная практика, помогать друг другу. Ведь это, по большому счету, помощь друг другу. Понятно, что там Черниговская область, вряд ли там шибко безопасное место, да, но тем не менее, из Сумской области эвакуация сейчас идет, знаете куда? В Сумскую область. Из тех сел, куда сейчас подходят россияне, в Сумскую область. И Черниговская пригодилась бы, в дом какой-то впустили с живностью, коммуналку платили, жили себе, получали переселенческие эти люди. Нет. Гнись по спортзалам, общагам, пансионатам, вот туда тебя волонтеры 4 месяца попринимают, тебя напишут отчет, а дальше сам, как хочешь. Значит, из предложки миллионщик, Сергей Днепр. Добрый вечер, Александр. Обратил внимание, что никто из ваших гостей не освещает важнейший вопрос, для чего эта война в Украине. Все понимают, что дальше только хуже, но Зеленский продолжает потужно воевать, чтобы через некоторое время... Что? Спасибо за ответ. Чтобы через некоторое время Россия плюнула, да, или пролетели черные лебеди, что-то поменялось в самой России, или плюнула и оставила в покое, но сохранился этот режим. Не может Зеленский без режима войны. Вот поэтому он продолжает воевать. Как Нетаньяху не может без режима войны, так и Зеленский без режима войны тоже не может. Вот и все. Значит, угроза баллистики в Киеве прямо сейчас, уже как 15 минут. И, соответственно, вот такая вот, в общем, такая история. Прошлая ночь повторяется, это будет, видимо, продолжаться из ночи в ночь. Шахеды полетели, и вроде как прогнозируют мониторинговые паблики, сегодня тоже будут ракеты по Украине. Тоже будут то же самое, поэтому ночка ожидает быть тоже жаркой. И поскольку они стали точнее, прилетают, хоть все, конечно, сбивается, но прилетают так, что дымит пол Киева, в этом дыму и погасить не могут сутки с авиацией ГУР, то, видимо, нужно поберечься всем. Значит, из клуба зрителей Киллрил Александр, добрый вечер. Хотел спросить по поводу недавнего обмена. Я, конечно, рад, что бойцы вернулись домой, но половине из них явно не 25. Смотрите, там молодняк возвращался в первый раз. То есть, как это все выглядит? Есть несколько этапов. Первый этап первого этапа. Возвращают молодых людей. Их показывали. Я их показывал, маме звонил в телеграм-канале, да, паренек по-русски, вот это вот все. Говорит, мама, я дома. Это до 25 лет. Первый этап, первый этап. Это все первые этапы. Нам не назвали число ни в прошлый обмен, ни в этот обмен, потому что, видимо, оно небольшое. Давайте честно.
Видимо, небольшое число, а заявлено было там 1200 в общей сложности. Поэтому это будет такая порционная история. Когда соберут 1200, тогда объявят: смотрите, мы 1200 обменяли. Потому что сейчас скажут там: ой, а что там 40 человек, или там 30, или 50, да, там, или 100, а вы же обещали 1200. Это соберут эту сумму с одной и с другой стороны, и потому скажут: смотрите, 1200 на 1200 обменяли в общей сложности. А вот сегодня был этап, когда там больные были люди, да, раненые. Причем с российской стороны вроде как кто-то там был, с украинской на костылях, то есть видно было. Может, вперемешку по поводу российских военных, которые в России показывали, потому что там немного, не такой большой ассортимент, да, то есть вполне вероятно, что там 1200 только военными не доберется. Но это вот первый шаг. Дальше, по идее, первые трупы должны заехать в Украину. Ну и Украина должна отдать какие-то трупы. Извините, что группы, там тела, там говорю, трупы, потому что, ну, это так и есть. То есть, вот по идее, следующий, завтра или послезавтра должен быть вот этот обмен. Очень будем ждать, что, надеюсь, все-таки Украина заберет и не будет этого, скажем так, момента позорного достаточно. По крайней мере, очень бы хотелось бы этого, ну, вот лично мне. Потому что надо было забирать сразу, чтобы не проигрывать информационно и не бить по психике людей и народа. О, Господи, Елена Мищенко, Александр и шумчане. Доброе утро. Комсомольск на Амуре присоединился. Слушайте, лайк вам, Комсомольск на Амуре. Спасибо большое. Так. Что это тут? Лариса Цимбал это пишет. Лариса, ложитесь спать. Доброй ночи вам. Приходите через полчаса. Значит, Шура это павшие войны, Александр. Ну да, павшие войны. Да, ну, передают-то трупы. Да, вот таким вот образом. Это действительно павшие полегли в этой войне, жертв которых не должно было быть. Не должно, они должны были жить. Значит. Так. Привет, Комсомольску на О, Родина нашлась. Саня, Одесса с тобой. Спасибо большое. Доброе утро, спокойной ночи. Ну да, клубничная луна, понятное дело. Едут в одном грузовике. Это старый анекдот, его растиражировали, да, действительно. Еще 40 тысяч, говорят, передать. Да, Политико об этом написала. Крымчане, значит, обратно захотят, не захотят. Ну, при чем здесь крымчане? Тут же вопрос, понимаете, по поводу Крым, как мы вернем, это же не крымчанам говорят. Это они, конечно, слушают, но это же украинцам говорят. Для того, чтобы был, скажем так, была потужность. Таня, скажите, где Карасев? Карасев в Киеве. Все в порядке. С Карасевым судится. Готовится к новому сезону, новому контенту. Но пока не может. Саня, Приморье проснулась от шелеста, от шума, волн. Выборг с вами. Спасибо большое. Друзья, ну, всем благодарен за хорошие комментарии. Да даже и не очень хорошие. Значит, вот здесь пишет Марина Колоката. Саша, удивишься, украинцы из плена не хотят возвращаться, лечат в России бесплатно. Да и, смотрите, можно... Опять-таки, здесь же число очень важно, понимаете, число. Конечно, может Россия большее число предъявить украинцам, которые не хотят возвращаться из плена. Потому что пленных больше. Ну, россиян таких тоже найдут. Вот эти, которые с Золкиным. Найдут и таких. Хотя попадаются видео, где россияне его разматывают идеологически, и тут сказать ничего не может. Хотя привык общаться в другом тоне с 22 года. Ну, все же это все прекрасно понимают. Это все... Вопрос же там, где... Смотрите, дом там, где семья. Поэтому хотят все вернуться домой. Дом там, где семья. Были же истории, когда там жена переезжала специально в Россию, да, чтобы там ходить к своему пленному мужу.
Было и такое. Шумно шелестит. Значит, да, Саня, сегодня эфир, никаких вопросов, просто спасибо за эфир, Олег Руденко. Спасибо вам, Олег, спасибо, уважаемая аудитория, спасибо большое за то, что, несмотря на поздний час, мы вместе и пошумели хорошо. 22 400 нас онлайн. Очень большая просьба, поставьте вы лайк, наконец. Возьмите и поставьте, что, жаль вам, что ли? Лайк, всему голова. И всем большое спасибо за поддержку. Добра и света, несмотря ни на что. Ну, знаете, не буду ерничать по поводу там тихой ночи и так далее. Ночка будет еще та. Ночки будут еще те. Побыстрее бы этот ад закончился. И украинцы перестали гибнуть, россияне перестали гибнуть. Другие национальности, да, там другие там граждане. Ведь это же такая мультигражданская тоже война. На этой земле перестали гибнуть. Но, как я говорил в начале, судя по всему, кульминация еще впереди. Она будет в июле. Июль будет особенно жаркий, и какое-то окно возможностей приостановиться, отдышаться, в плане военном имеется в виду, вот этих ударов, наступлений, широких каких-то продвижений, каких-то больших скандальных вещей, может быть где-то в августе, может быть. Но это не означает, что все остановится, все будет продолжаться, но какой-то шанс, может быть, будет. От этого еще более грустно, потому что за каждым таким обстрелом не только там бог с ней, с этим там мазутом, с этой всей там аппаратурой, найдут деньги, деньги это не главное, там, купят еще, там, соберут еще, с цеха там, перенесут. Людей уже не вернуть, в людях проблема. Давайте людьми оставаться. Всего хорошего и мое традиционное хорошо пошумели.